Дорогие друзья, хочу сегодня познакомить вас с узорчиком. Очень простой, прекрасно смотрится из любой пряжи, как из хлопка, так и полушерсти. Разработала его для вас. И мы сейчас с вами рассмотрим поближе в хлопке и полушерсти этот узорчик. Образец выполнен из стопроцентной пряжи хлопковой, мерсеризированной. Смотрите, так выглядит одна сторона узора. Не могу даже сказать, где право, где лево. Так выглядит вторая сторона узора. Узор очень классно смотрится. Он, знаете, такой нежный на ощупь. И я бы сказала, эластичный, да, такой. Вот такие бороздочки. Вяжется очень-очень просто. И давайте посмотрим, как он из полушерсти смотрится. Видите, толстые такие у нас с вами бороздочки. Вот так. Тоже очень хорошо смотрится, эластичный, классный такой узор получается, объемный. И в то же время очень-очень просто выполняется. Покажу вот так бороздочки наши, да. Присоединяйтесь, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали такой интересный и классный узор. Подойдет буквально для всего, начиная от какого-то летнего топа, если с полушерсти, конечно же, это могут быть кардиганы, пледы и так далее. Приступим. Дорогие друзья, смотрите, я выполнила для вас два образца. Один образец я выполнила из стопроцентного мерсеризированного хлопка. При этом я использовала крючок 1,4. Хлопок у меня 169 метров в 50 граммах. И если вы будете работать с полушерстью, для образца я использовала точнее крючок 4,5, и пряжа у меня 50% шерсти, 50 акрила, 240 метров в 100 граммах. Ну, то есть, видите, совершенно разный материал, но узор смотрится великолепно, как в первом, так и во втором случае. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего узора буквально с любого количества петель. Я начну и выполню 15, цепочку из 15 воздушных петелечек. И на что обращаю внимание? Узор у меня эластичный, выполнять я буду полустолбики, поэтому наборную цепочку не затягивайте. Она должна быть и не рыхлой, и в то же время не затянутой. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я выполнила цепочку из 15 воздушных петель. Далее, смотрите, я выполняю 2 воздушные петли для перехода от одного ряда к другому. То есть они не участвуют у меня в узоре. А в третью петлю от крючка я ввожу крючок, при этом делаю накид и выполняю полустолбик. Вот таким образом. Далее, смотрите, я выполняю накид и беру столбик свой, видите, вот он, обхватываю вот таким образом, вытягиваю полустолбик, то есть как бы полустолбик вокруг полустолбика делаю накид, ввожу крючок в следующую петлю и теперь 2 столбика провязываю с общей вершинкой. И так я буду выполнять до конца ряда. Сейчас мы с вами сделаем несколько таких приемов и посмотрим, что у нас получилось. И повторяем наши приемы. Все одно и то же. Накид. Ввожу крючок вокруг столбика, в данном случае это полустолбик, видите, прям вокруг него, и вытягиваю полустолбик, накид, ввожу крючок в следующую петлю, незавершенный полустолбик, все петельки на крючке вместе. Видите, да, какая красота у нас с вами получается. И продолжаем работу с вами. Выполняю накид, обхватываю, накид, ввожу крючок в следующую петлю и провязываю. Накид,
обхватываю, накид, ввожу крючок в следующую петлю и провязываю. И еще раз давайте выполним накид вокруг полустолбика, вытягиваю, накид, следующую петлю и все петелечки на крючке провязываю вместе. Вот таким образом. Вот видите, такая красота у нас с вами получается. Так вы вяжете до конца нашего ряда. И я завершу выполнение нашего ряда вместе с вами и приступлю к выполнению следующего. Смотрите, у меня остается одна петля. Я продолжаю точно так же. Накид, ввожу крючок, обхватываю полустолбик, вытягиваю. Следите просто за натяжением нити, чтобы у вас все приемы были одинаковые. И провязываю. Мой ряд завершен. Вот видите, такие у меня бороздочки появляются. И с изнаночной стороны тоже очень красиво получается. И теперь мы с вами сделаем еще один ряд. Раппорт высоту у нас с вами будет всего лишь 2 ряда. Второй ряд мы делаем воздушную, немножечко я ее подтягиваю. Далее, смотрите, я работу разворачиваю. И теперь буду делать накид. И смотрите, ввожу крючок, видите, за дальнюю полупетлю. Вот таким образом. То есть я буду провязывать везде только за дальние полупетли. Если они будут немножко вытягиваться, ничего страшного, не обращайте внимания. Захватываю дальнюю полупетлю. И теперь буду провязывать соединительный столбик с накидом. Смотрите, я придерживаю вот так нить и провязываю. Вот таким образом. Давайте накид, ввожу крючок за дальнюю полупетлю и провязываю соединительный столбик с накидом. Есть 2 способа провязывания такого столбика. Накид, ввожу крючок за дальнюю полупетлю, или вы придерживаете этот накид и провязываете, или смотрите, накид и вы разворачиваете немножко крючок как бы назад, да, при этом провязываете вот таким образом. Ну, то есть и так можете делать, как вам удобно. Мне удобно немного придерживать. Ввожу крючок и соединительный столбик с накидом. Можете петли просчитывать, чтобы не ошибиться. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершу выполнение ряда вместе с вами и приступлю к выполнению следующего ряда. Я завершила выполнение ряда, ну, то есть выполнила, да, видите, вот соединительную с накидом в последнюю полупетлю. Обращаю ваше внимание, смотрите, сами петелечки должны быть одинаковые, ровные и аккуратные. Они не должны быть затянутыми, но и в то же время не должны быть очень свободными, видите. И давайте посмотрим, так наш узор смотрится с одной стороны, и посмотрите, как он красиво и смотрится с другой стороны. Видите, вот такая бороздочка образуется. И мы приступим к выполнению следующего ряда. Далее мы выполняем 2 воздушные петли подъема, они не подъема, а для перехода от одного ряда к другому. Немножечко их подтягиваем. 1, 2. И работу разворачиваем. Я выполняю накид. И буду работать, опять же, только за дальние полупетли. Вот видите, только за дальние. То есть здесь дальняя полупетля, здесь и здесь. И приступим. 2 воздушные пропускаю, ввожу крючок за дальнюю полупетлю и выполняю полустолбик. Далее все те же движения, что мы выполняли с вами ранее. То есть накид. Я обхватываю полустолбик, видите, да? Вот таким образом вытягиваю, накид, далее за полупетлю вытягиваю
и провязываю вместе. Обращаю ваше внимание, петелечка может немножко вытягиваться в процессе работы. Ничего страшного, она потом станет на свое место и узор будет очень красиво смотреться, не переживайте. Накид. Обхватываю, вытягиваю, накид, ввожу крючок и провязываю. Накид, обхватываю, вытягиваю, видите, да? Накид, ввожу крючок за полупетлю, провязываю. Очень просто. Обхватываю, вытягиваю, накид и провязываю. И еще раз. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Еще раз подчеркну, ничего страшного, если ваши полупетелечки будут немножко вытягиваться. Вот они потом аккуратно становятся на свое место. Я завершила выполнение ряда и начну выполнение следующего ряда. Ряды у нас уже с вами повторяются. Воздушная петля, работу разворачиваю, накид, ввожу крючок, работаю за дальнюю полупетлю. Помним, да, как и ранее. Вот наша полупетелечка. И выполняю соединительный столбик с накидом. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда и выполняем полотно на необходимую нам высоту. И напоминаю, что соединительные столбики не затягивайте, тоже они должны быть ровненькие петелечки и аккуратненькие. Вот такая красота, видите, как с одной стороны получается, так и с другой. Даже не могу сказать, где красивее. Узор получается очень-очень красивый. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такой и объемный, и в то же время эластичный, очень классный узор. Раппорт высоту всего лишь 2 ряда. Раппорт ширину вы можете набирать любое количество петель. Видите, смотрится очень красиво, интересно и красиво смотрится как одна, так и другая сторона нашего узора. Видите, да? Объемненько, интересно получается. Итак, он смотрится с мерсеризированного хлопка. И сейчас вам покажу полушерсть еще раз. И так наш узор смотрится из полушерсти. Достаточно толстая пряжа. Видите, так смотрится одна сторона узора. И так смотрится другая сторона. Эластичный, очень приятный, очень красивый. Присоединяйтесь, вы получите массу удовольствия. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали этот узор. Творческих вам успехов и спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч!